Всем привет! Ну, как вы знаете, в моем прошлом видео я показал, как делать рывок перчаткой резкий в Slabbattles в оригинале. И сейчас я бы хотел объяснить это в теории, как это вообще работает в Roblox Studio. Если вы не программист и вам это не интересно узнать, как это работает с помощью кода, то можете, в принципе, сразу закрывать видео. А если вам интересно знать, опять же, как это работает, как это устроено, то можете продолжить просмотр. Ну вот, для этого я сделал специальную локацию, где поместил платформу травы, Spawn Location, разделил это вот такими вот линиями, где подписал градусные меры на каждую, понимаешь? Это будет использоваться для того, чтобы определять, ну, как будет вообще, куда будет лететь наш персонаж, вот этот вражеский, и вообще как оно будет устроено. Ну, короче, что у нас? Для этого вам пригодится, чтобы сделать данную систему, вам нужна обычная перчатка. Но обычно Slabbattles вот такая вот есть. В нее помещаем локальный скрипт, затем делаем удаленное событие на шлепок, анимацию и серверный скрипт, чтобы это отображалось на сервере. Давайте покажу вам локальный скрипт. Я не буду вам объяснять полностью, что тут написано, вот, но главное, что вам нужно здесь понять, это вот то, что мы должны указать переменную направления, которая равна ничему в начале изначально, которая указывается в списке всех глобальных переменных. Вот это можете не смотреть, local start time, local end time. Это я делал для того, чтобы определить, за сколько времени я сделаю флик. Ну вот этот рывок. Ну и смотрите, короче, когда мы нажимаем на нашу перчатку, проигрывается анимация наша, вот видите, то мы должны именно, как я показывал в своем видео, как сделать рывок в Slabbattles в оригинальном, то, как вы можете заметить, то, что мы сначала кликали, после чего во время проигрывания анимации мы резко поворачивались к вражескому игроку, который стоял, ну, где-то в противоположном направлении, били его, и он отлетал в то направление, когда в тот момент времени, когда мы кликнули на нашу перчатку. И здесь, собственно, я и поместил эту строчку. То есть мы можем заметить, как направление равно, как наша корневая часть, потом от нее берется C-frame, потом направление, куда он смотрит, и он преобразовывается в единицу с помощью юнита. Вот, это важно, это самая важная строчка, то, что мы берем направление полета нашего вражеского персонажа не тогда, когда касается наша перчатка его туловища, а тогда, когда мы активируем эту перчатку. А здесь, когда он касается, это просто, ну, опять же, мы передаем с помощью таблицы, я передал данные, как наш вражеский персонаж, наше направление. Вообще можно даже было, знаешь, что написать. Ну, лучше вот так вот. Enemy равно player character, then это вообще в идеале. Ну, это как? Это возвращает код, если ты каким-то случайным образом, например, когда ты сам зарэгдолен, ты себя побил. Так не, это не должно так быть. Ну, короче, что мы имеем? То есть мы передаем это с помощью удаленного события на сервер информацию и получаем вот что. Ну, на сервере, опять же, на сервере мы что делаем? На сервере, когда мы получили, мы распаковываем данные элементы. И, короче, что, вот видите вот эту строчку Knockback Velocity. Ну, это отталкивающая сила, ее ускорение, или лучше назвать это направление, равно как наше переданное с клиента направление, когда мы кликнули на перчатку, помноженное на силу
которое мы для отталкивания и складываем, и прибавляем к этому вектор направления вверх. Вектор 3, чтобы он мог улететь вверх при ударе. Вот, то есть, это опять же не оригинальная система, понимаете, это просто мои догадки, как это может быть. Но работает она идентично, как в Слабатлсе, и создается звук пощечины, собственно. То есть, как бы не более и не менее, вот. Что мы еще можем показать? Дело в том, что на клиенте пинг равен нулю, и вы можете свободно передвигать свою камеру в разное направление. Почему это получило название флик? Резкий рывок и объяснение, то, что вы можете шлепнуть вражеского персонажа в то направление, куда вы хотите. Понимаете, независимо от того, где вы сейчас стоите. То есть, как сказать. Вы, когда shift-локом поворачиваете свою камеру, то у вас, так как пинг равен нулю, у вас нет задержки на клиенте. И вы сразу же передаете эту информацию. То есть, вот вы нажали, и вот в то направление, куда вы смотрели, в то направлении полетит вражеский персонаж. Вот и все. Вот так же это и работает в оригинале. Я не уверен в этом, опять же. Это просто мои догадки, опять же. Но если в оригинале такая же система, то и здесь, наверное, будет подобная. Давайте покажу вам, как это все работает. И еще, что хотел бы еще показать. Здесь, как вы можете видеть, 0,4 секунды. То, что вы за примерное время в 0,4 секунды вы должны сделать удар, понимаете? Это просто образно говоря. Вот такое время я прикинул, но могу сказать точно, за какое время вы должны сделать удар. Ваш удар должен быть сделан за время не более равное 0,2 секунды. И я сейчас вам это докажу. Если мы посмотрим сюда, и сделаем вот так, фреймрейт 120 FPS, что мы увидим? Мы увидим анимацию пощечины. Вы, как можете заметить, вот эта анимация пощечины, которая используется в Слабатлсе, которая имеет ленчс, то есть длину, по времени равна 0,2 секунды. Вот и все. То есть не более. За это время вы должны успеть ударить, понимаете? Плюс еще, наверное, время возврата руки на исходное положение, хотя, если там, опять же, Animation Wage или Animation Fade Time, если они меняли, то это, опять же, может тоже зависеть, но точно могу уверенным сделать вывод, то, что вы должны сделать удар как минимум за 0,2 секунды. Это важно. Это очень важно. Давайте покажу, как это работает на практике. Вот у нас игра запускается. Запустилась игра. Так, это нужно снизить. Вот так. Смотрите, давайте сейчас пропишем в чат команду, например, для телепортации нашего персонажа на градус 0, включим shift-lock и смотреть, что мы сделаем. Например, я хочу сделать флик и графику еще на минимальную, чтобы это было лучше. Я хочу сделать флик на 180 градусов по направлению вот на вот ту линию. То есть я шлепаю, нажимаю, оборачиваюсь и смотрите. Вот, он ровно полетел на 180 градусов назад. От 0 до 180. Давайте на мир телепортируем его на 45 градусов. Он смотрит на 45. Я хочу его, допустим, шлепнуть на... Например, шлепнуть хочу его на 90... это не на 90... опять же, в то направление, но он стоит у меня, как можете видеть, слева. То есть 190 градусов будет удар.
Я бью? Я бью? Что, блядь, чувак, произошло? Я бью, сори за мат. Вот, я бью. Давай бей. Для удара потребовалось. Ну, это какая-то хрень, я что-то не понимаю немного. Ну ладно, давайте. Вот, все. Блин, ну это какая-то дичь. Смотрите, то есть, как можете заметить, давайте еще раз покажу вам. То есть, вот он, я стою. Я бью его. Блять, ну я бью ведь его, на. Чё за дичь? То есть флик действует. Видите, то есть я хочу, например, его куда-нибудь вот так вот. Хоп, беру. Как можете видеть, оно работает. Я не знаю, почему он там его не бил. Я, наверное, понимаю, почему. Потому что здесь стоит невидимая платформа, которая, наверное, задевает перчаткой. И это как-то багается с моим персонажем. Но, как видите, я могу его бить на любое направление. Вот видите, такой флик могу делать, например. Можно сделать, опять же, флик на 180 градусов. Вот он полетел туда. Вот так вот можете заметить. Можно сделать какой-нибудь флик вот такой вот. То есть вот как-нибудь так вы стоите. Бьете вот, как я туда смотрел. Полетит мой персонаж. И как бы все в рабочем состоянии. Вот даже смотрите, например, вот такой какой-нибудь флик. Я его хочу вот так вот побить. Как-нибудь, я не знаю, даже. Во, вот так вот, видали? То есть вот именно так оно и должно, в принципе, себя вести и работать. То есть флик это этот скрипт рабочий. Вот, то есть как можете видеть, то что он бился в разное направление. Вот, и как бы это не составляет вам разницы. Ну, труда делать вот этот элементарный флик. И как можете видеть в аутпуте, то что за каждый удар у меня прописывалось время, когда я сделал клик перчаткой и ударил моего персонажа. То есть и то, что, вот, видите, 0,1 секунды, тут 0,4, например, секунды. Это прям идеальное время. Вот. И так далее. Но обычно удар занимает не более 0,2 секунды. Видите? 0,3. И, например, какой-то 180 градусов. 0,17. Вот, и все. То есть, как бы, это точное время, язык программирования не врет, как бы оно таки должно быть, понимаете? То есть, все работает идеально, прекрасно, и как бы получается вот такая игра. То есть, можете бить и делать прекрасные вот эти флики, понимаете? То есть, вот, опять же, бабам, ну и вот так вот. И он как бы упал туда вниз. И все. То есть я вам доказал, как работает флик в Slabbattles. И, собственно говоря, доказал, как это можно сделать в Roblox Studio. Я был, наверное, даже первым человеком на YouTube, кто вообще смог это объяснить более понятным языком и еще показать это в теории. Так что пользуйтесь данным туториалом и желаю вам удачи. Всем пока.